3, go, полетели. Хей, мой ник летсплей, и сегодня я верну тебя в прошлое, ведь раньше, как известно, было лучше. Ура сейчас лопнет вообще в секунду. Лопнет. Альянс Fairplay остался на кластере Эрика, а значит второму акту противостояния быть. Ровно как и данному видео, которое продолжает рубрику трансферного безумия. Ссылку на приквел ищи на экране. Досмотрев этот ролик до конца, ты узнаешь, как проходили межсерверные перелеты у игроков на кластерах Зихард, Леона и Эрика, что же стало с Альянсом Justice и у кого из игроков уже как 1,5 недели 80 уровень. Я расскажу тебе, кто и когда убил первого Кустера, мегабосса на острове Древних, ведь игроки на ру-серверах это сделали даже раньше, чем небезызвестный мистер Pay to Win на своей Европе. А точнее, они пытались, но не смогли. Хотя стоп. Кажись, ты только что видел это на экране. Ладно, впереди еще много интересных новостей и позади, кстати, тоже. Именно поэтому я создал телеграм-блог по Lineage 2M, где теперь могу доносить до вас контент оперативнее. Там вы найдете новости из игры и отчеты о различных событиях, которые публикуются практически ежедневно. С этим блогом уже произошел один курьезный случай. После создания я начал делиться постами через чатик L2M, который вы все знаете, и уже на следующий день получил бан. Видимо, меня приняли за конкурента, а это хороший знак. Залетай ко мне в телегу по ссылки из описания. Буду рад новым подписчикам. 10 декабря впервые на ру-серверах под натиском альянсов People и Red Rise пал древний гигант Кустер. Подробности и тактика не раскрываются, хотя к текущему моменту большинство топ-сайдов и так научились его убивать. Например, альянс Free-to-Play на пару с альянсом Хрюнион убили своего первенца 24 декабря, а Fairplay и вовсе убивали Кустера прямо в новогоднюю ночь. Стоп, что еще за Хрюнион, спросишь ты? И я тебе незамедлительно отвечу. Альянс, который все мы знали как Justice, прекратил свое существование в самый предновогод. Но где заканчивается одно, там начинается два. На обломках справедливости воспряло аж два новых сайда – Хрюнион и Heavenside, которые прямо сейчас вовсю конкурируют на Леоне. Шутка от редактора. Интересно, хватит ли им прочности губ на бесчисленное количество предстоящих засосов, чтобы выжить в этой суровой клетке из 4 кластеров? Подводя итоги года, хочется отметить, что к текущему моменту лишь 2 из 4 крупных сайдов игры удалось уцелеть и укрепиться. Это Red Rise и Free-to-Play. А 2 других развалились. Я про Domination и Justice. Могу еще вспомнить Union, да уже не помню. Таким образом, игра снова набирает темп, местами переходит в стадию средних по размеру сайдов, где каждый из которых имеет свои цели и претензии на весьма ограниченные и давно разделенные ресурсы. Поспеют ли за их темпом оставшиеся мастодонты, время покажет. Слыхали об игроке под ником Spirit? Тот, что как раз из Хрюнион, эльф 80 уровня, и я не слыхал, пока он на меня не вышел. Вот это я понимаю, человек позвонил, представился, рассказал о себе. В общем, как я понял, это персона, которая метит на позицию супер-топ при топ игрока, и надо сказать, не безосновательно. 4 января Spirit первым в игре берет 80 уровень, а 5 января он отправляется в гости к математику, где его персонажа подробно обозревают на глазах у 600 зрителей. А потом крупным планом точат 3 фиолетовые пушки. Что из этого вышло, ты сможешь узнать, кликнув по ссылке на экране. Но вернемся немного назад. 3-го дня, еще до Нового года, желтый чат вывел сообщение: Spirit ищет ПВП. Совершенно случайно неподалеку проходил наш Лу, а Лу, как мы знаем, мимо ПВП не проходит. Конечно же, ребята сразились. Сразились не раз и не два, а целых 17. Зрелище было невероятное, но вот счет я вам не скажу. Идите гадать в комментарии. Также хочу отметить и даже подчеркнуть, в движухе кто кого был замечен Хоку. Кажется, он всех там убил. Как было сказано в начале ролика, Курение, Бигфрог и другие враги Минздрава вернулись под самый конец трансфера на Эрику 5. По их следам отправились Лу, Хан и Морена. 3 в лодке, не считая собаки, а точнее кота. Диверсионный отряд, не позволяющий оппонентам расслабиться ни на минуту. А помните Государя? Ножик, я на нем как-то стримил. Ныне он лорд, который также поспешил на Эрику 5, да промахнулся. Пролетел мимо и очнулся на Эрике 6, осмотрелся, огляделся и понял, что находится в окружении бойцов клана Тамагочи из альянса Fairplay. Неловкую тишину нарушало лишь изредка доносившееся кряканье уточки. Ой,
увлекся. Далее все как в тумане. Взмахи кинжалом, прыжки за спину, марионетка. Пострадали все. Боссы, наследники, мобы. Говорят, даже бакалейщику досталось. После такого беспредела в клане Тамагочи начались волнения, а потом и вовсе случился раскол. Часть коровых игроков, таких как Лес, Пиво и другие, покинула клан с чемоданами, а на них наклейка «Хрюшка Тои». Ладно, шутки долой, ребята там хорошие, и с недавнего момента, а именно с 9 января, на их доспехах наклейка Red Rise. А вышли они потому, что не всем по пути с Альянсом Fairplay. Эх, Тамагочи, не видать вам теперь топ-мест на клан-олимпиаде. До 4-го трансфера кластер Зихард являлся объектом притязаний для двух крупных сайдов, залетевших сюда во время предыдущего трансфера Альянса Justice и местных жителей Альянса Free-to-Play. Последнему в этом противостоянии сталось очень нелегко, ведь их положение скорее походило на партизанское. До трансфера Зихард 1 и 2 принадлежали Free-to-Play. Зихард 3 был под властью Justice, которые здесь были представлены паком покемонов и кланом Киберспорт. На Зихарде 4 разделяли и властвовали персонажи BNB, Коста Вика, X-Justice под тегом Альянса Justice. На Зихарде 5 ситуация была интереснее. Трибуналы Питона в союзе с профсоюзом, который ранее также входил в трибунал, сражались против Justice, где один замок был во власти трибуналов, то есть Free-to-Play, а второй у профсоюза. И, наконец, Зихард 6, где по части боссов и замков полностью доминировал клан Трусайдерс, который на тот момент был под тегом Justice. Однако безумные польские бойцы в лице клана Хусарс не сдавались, терроризируя трусы по ночам в меру своих скромных возможностей. Таким образом, до начала трансфера за Альянсом Justice числилось 3 сервера плюс Биора и Тои, а за Free-to-Play 2. Зихард 5 все еще был охвачен пламенем войны, которая, по заявлению представителя Free-to-Play, для Justice постепенно угасала. С первым днем зимы небо над кластером Зихард потемнело, ведь с него посыпался десант Альянса People. Метафора призвана отразить неожиданность данного мува. Грозовой фронт надвигался с кластера Эрика. Сначала пиплы прыгнули на Зихарды 3 и 4, где третий сервер в лице пака покемонов и клана Киберспорт пал за считанные часы. В результате покемоны катапультировались на Зихард 5, а клан Киберспорт решил выйти из войны, улетев на Бардс и присоединиться к Альянсу Red Rise. Зихард 4 оказался довольно спорным сервером. Представители People утверждают, что выбили Justice. Представители Justice настаивают на обратном. Пусть так, однако далее Justice были замечены за перелетом с Зихарда 4 на Зихард 1. А несколько позднее туда прибыла и часть People, после чего здесь развернулось трехсайдовое противостояние. Следующий ход был за Альянсом Free-to-Play. Их лидер Габа со своими ребятами, которые провели весь предтрансфер на Леоне 3, вернулись домой и почти мгновенно охладили пыл захватчиков Зихарда 1. Зихард 5 тоже отличился. Сюда залетело 2 клана из Альянса Justice с Леоны 4 и Зихарда 6. Это стало переломным моментом в противостоянии с Free-to-Play, которым также долетало подкрепление, однако первенство на боссах в итоге было утрачено, как и оба замка. Я еще вернусь к этому серверу в разделе про Леону, так что не переключайтесь. Биора и Тои, то есть межсерв, проходили весьма интересно. Каждая из 3 сторон, то есть Free-to-Play, Justice и People, то и дело отрывали свой кусок контента и лута. Здесь я процитирую трофи лидера People. Но пиплы отрывали побольше, около 50-60%. А теперь инфо от представителя Free-to-Play. Трофи почти не ходил на боссов и был в антаге всю вторую неделю, хрюкая Тои 4. 7 декабря удивило отсутствием на Селиходане Альянса Free-to-Play. Пиплы здесь не растерялись и без особого труда забрали босса у Justice, а потом прозвали Free-to-Play ПВЕшниками. Полувишенкой на торте стал Остров Пробуждения, прошедший 9 декабря, где в кавычках ПВЕшники забрали 4 из 4 больших пробужденных боссов и дропнули с них 3 фиолетовые души. Вот это я понимаю хрючево. Ну что, остался Аден, который прошел 11 декабря. На межсерверном замке 3 сайда сошлись не на жизнь, а на несколько сотен тысяч алмазов, которые теперь появятся в загашниках Альянса Free-to-Play. Битва была жестокая, все дошло до того, что у осады кончился таймер. Каждая из сторон успела посидеть на троне, но никто его так и не удержал. Никто, кроме ПВЕшников. Овации и мои поздравления Альянсу Free-to-Play с Аденом на родном кластере. Как сообщают представители Free-to-Play, следующая осада Адена прошла в режиме автобоя, который прекрасно справлялся с пиплами. Подводя итоги, можно сказать, что к закрытию трансфера Justice целиком покинули
кластер Зигхард. Одна их часть улетела на Леону, а другая покинула Альянс и полетела на Эрику-2, чтобы присоединиться к Редрайзам. Основная масса пиплов перелетела с Зигхарда-1 на Зигхард-5, где встретила мощнейшее сопротивление в лице топов фри-то-плей. А остатки пиплов с Эрики-3 и Зигхарда-1 долетели на Зигхард-6 и ввиду отсутствия здесь оппонентов обосновались на сервере. Персонаж Симба, который ранее состоял в клане Эпос под флагом Red Rise, но с личной вендеттой переместился в начале трансфера с Эрики-1 на Леону-4. Как рассказывает наш герой, Эпосы предприняли всего одну попытку оказать сопротивление и потерпели неудачу. Пока король Лев забирал их боссов, Эпосы отсиживались в разоренном замке. Кстати, замок Симба тоже разорил, но это совсем другая история. Далее Тёха собрал чемоданы и полетел на Зигхард-5, причем в момент, когда Зигхард-5 уже был выигран Джастисами у фри-то-плей. Напомню, что Тёхин клан Эпос на тот момент состоял в альянсе Justice. Следом Зигхарда 6 туда же залетели и поляки ЛНД, как дополнительное подкрепление. Свято место полно не бывает, поэтому когда People показали силушку на Зигхарде 3, пак покемонов тоже купил билеты на Зигхард 5. Таким образом, Зигхард 5 стал крепостью справедливости, или, если хотите, разоренным замком справедливости. Теперь про Justice на Леонах. Справедливый альянс перед самым трансфером претерпел серьезные изменения, что и стало отчасти предпосылками к их распаду. Пройдемся от конца к началу. Леона 6 разделилась как минимум на две части. Одна ушла в фейерплей, а другая на фанпей. Леона 5 покинула Justice и объявила нейтралитет. Про Леону 4 я уже рассказал, история Симбы и Тёхи. Последний, кстати, решил покончить с проектом Lineage 2M еще до Нового года. Настало время перевернуть страницу, как сказал сам Тёха. На эту тему у него есть стрим, не безразличным смотреть обязательно. Я посмотрел. На Леоне 3 кланы Darkout, Delusion и 1Q вышли из состава Justice и объявили им войну еще за пару недель до начала трансфера. На Леоне 2 Яган со своей компанией перепрыгнул на Эрику и присоединился к альянсу Red Rise в войне с Fairplay, а его давние в кавычках друзья, Рамзес и компания, отправились вслед, чтобы присоединиться к Fairplay. Воюем с ними и по сей день на Эрике 3. Леона 1 на момент трансфера еще оставалась в альянсе Justice. Но надолго ли, спросил тогда еще Ворон? Как оказалось, ненадолго, ведь теперь там располагается штаб-квартира Хрюнион. Что ж, мною была проделана титаническая работа, и надеюсь, многие из вас получили удовольствие. Лично я получил весь спектр эмоций. Напоследок загляните под ролик на предмет интересующих вас ссылок. И спасибо за просмотр и вашу поддержку.